Итак, друзья, привезли нам двигатель, снятый из грузовика МАН. Один из самых распространенных двигателей – это D2066. Двигатель снят с автомобиля 2012 года, пробег его 1,5 миллиона километров. Привезли нам его по причине того, что начался большой расход масла. В этой серии мы его полностью разберем и посмотрим, в каком состоянии его внутренние детали. В следующем выпуске мы его полностью соберем, установим на автомобиль и произведем первый запуск после ремонта. Мы приступаем. Всем приятного просмотра. Поехали. Можем начинать? Завернуто, закусано. Резинка наполовину отсутствует. Ну, может быть, из-за этого попадать сюда может песок. Герметичности нету, из-за этого стирается достаточно. Термостаты. Люди свеженькие. Ну, понятное дело. Сразу видно, что у людей запчастей хватает. D2066 LF70. Кстати, вот табличка с номером двигателя, где расположена. Хорошо. Да. Вот это, а мне надо, знаешь, какой результат? Это оно густоватое. Да? Черновато. Стружки вроде никакой не видать. Также внимательно смотрим. Ну, есть немного, там видно, пыль плавает. То есть пыль немного есть. Это говорит либо насос низкого, вот это вот может стружку гнать, ну, пыль такую, либо с бака. То есть в топливе что-то присутствует в присадке. Крупной стружки не видать никакой, но пыль плавает. Друзья, видите, ничего сложного. Крутишь и крутишь себя. Болтик за болтиком. Масляный щуп. Вопрос машина, да? Частая проблема, то есть вот эти вот штучки, они сразу ломаются. Трубки вот эти. Вот эта трубка, система охлаждения, то есть они дубовые, как бы не старайся, ламывается этот кончик. Остался здесь вот внутри. Одноразовая фигня, короче. Идем дальше.
Сцепление, я думаю, что оно менялось. Ну да, выглядит неплохо. Ну, немножко потертости вот по пружинам имеются. Не бережешь ты спину, Сергей? Да, не говори. Эти два ролика нормальные, а натяжители каюк. Завязалась. Тупым суровым не очень хорошо, смотри. Били поглубже. Всё. Помпа у нас шумит, и снизу уже мокренько, вон там дренажное отверстие. Ну, и сейчас интересно, будет ли там сюрприз. Кавитация на корпусе помпы? Да. Чуть пошло. То есть из-под шкива прям типа. Остатки антифриза-то остаются. Так, у нас компрессор кондиционера и корпус помпы. Про корпус помпы я уже показывал, бывает и вот так. Вот это кавитация. Топливный насос низкого давления. Ну, здесь вот это низкого, вот это высокого давления идет. Строить. Так, чтобы недалеко на проверку отдадим. Генератор. Обыкновенный. Как потом туда какой болт крутить? Вот куда лезет, туда и крутит. Все животные, все. Вот 4, тут 2, тут, ну все ж понятно, что откуда. Две коробки общие будут. Да, их можно вот так прям высыпать в кучу, и вот прям вот понятно, какой надо брать, какой куда всовывать. Клапана управления, то есть на мочевину идет. И на, ну, то есть это еврики вот эти.
Управление горным. Да ломается, в данном случае все цело. У нас теплообменник. В хорошем, чистом хотя бы состоянии. Коллектор тоже часто проблема именно Евро 5. Коллектор трескается, как и в данном случае. Здесь вот трещина. Внутри ее тоже видно много. Стартер. Топливные трубки. Обычно мы их зубами выдергиваем. Что у нас внутрях? Угу. Смотри, сколько герметика. Возможно, какие-то проблемы с протеканием масла. Ну, либо там не оказалось вдруг прокладки клапанной крышки. Ну, туда она хватилась и все, и там особо. Так, все, смотрим, что у нас тут интересного. Ну, герметика, да, тут не пожалели. Нормально слой. А так, все чистенько, даже масло, наверное, вовремя меняли. Ничего такого плохого не скажешь. Аккуратненько, чистенько. Так, отключим проводку на форсунке. Топливная. Да. Режимы форсунок и форсунки. По ростову вроде ничего такого не видать. Ну, мы не эксперты, а дадим на Bosch. Что они нам скажут. Ну, откручивать гораздо легче, чем закручивать. Угу. Осматриваем болты, чтобы сразу понимать, если у нас пробитие, где по прокладке. Если они сухие, значит должно быть все хорошо. Если же где-то мокрый, обращать внимание на прокладку гильзы.
Коромысло. А так мы сейчас в таком состоянии закинем его в мойку, ополоснем и будем разбирать и фиктовать. Футбол этого и ноги теперь болят. Клапана все на месте, Присутствует. присутствует. Трещин пока не видать. Будем мыть, опрессовывать. Прокладки пробегания вроде тоже ничего плохого не видно. Вот в этом месте только вот одна есть. Есть пробитие вот этого, вот этой гильзы. Надо промерить повнимательнее. И вот это. Ну, обычно 4-я, 5-я, ну то 6-я тоже чуть, ну, наполовину, то есть белая, наполовину черная. По гильзам задиры. Начал, по-моему, прогорать поршень. Там есть как раз есть. Достанем потом ближе, посмотрим, короче. Не будем мучиться. Может, конечно, это такое большое количество нагара. Вот с этой стороны у нас все тоже Пролысина. пролысинки. Всё ещё в доступе. Вот здесь вот достаточно. И здесь. Ну, все имеют. Ну, может, какой-то перегрев был. Что-то компрессии нет. Ну да. Вот, да, здесь вот тоже. Очень все однообразно. Но опять же, такое состояние, все матовое. То, что я говорил, может, здесь еще и песок подсосу. Звонили мне. Был такой случай. А они типа долго думали, почему не заводится. По этим пока ничего не скажем. Рождение поршня. Сами поршни вроде ничего. И вкладышки хорошенькие, Я вообще никаких нет. изумительные. Так, если люди часто меняют масло, то может и просто и так все хорошо.
А гильзы уже просто от времени. Либо пыль попала, либо температурный перегрев. Или топливный. Стружечку мы видели чуть-чуть. Здесь сюда пробивало. Здесь прям видно пробивало. Вот это место, видишь, здесь. Здесь прям вот. Бля, то есть видишь, если нормальное масло менять и на большом даже пробеге с вкладышами вообще нифига нету. Так, у нас вот этот шестой был, да? С подозрениями на прогар. Ну, надо мыть, чистить, смотреть. А будем оставлять поршня, либо их менять. После мойки После пойдешь. мойки, да, все это будет видно. Ну, немножко уже, конечно, есть тут. Потертости. Да. Запчастей, в смысле. Вот эти места уже, да, подразбиты, так что скорее будем менять поршня. Под кольцами тоже вымерять надо. Наверх не видно либо кольцо стерто, либо поршень. Ставим. И ушли, да? И вот лескомуфты тоже бывает, что разбивается. Люфта нету, сальник поменяем. Там сверху подходит же еще масляный насос. Собственной персоны. В идеальнейшем состоянии. Муха ничего не делала. Тоже все идеал. Прям шикарно все. Даже ни потертости, ничего нет. Аналогично здесь. И втулка. В идеальнейшем состоянии. Все прям идеально. Система охлаждения воды не видела точно, блядь. Ну, так оно видно. Ну. Все чистенькое у меня. А эту машину они не у нас покупали? Вполне возможно. Обслуживаются в хорошем сервисе, значит. Ну, даже гильзы вообще, блядь, нигде ни ржавчинки, ничего вообще, абсолютно. Блядь, как новые. С этой стороны. А с этой уже, конечно, походили. Здесь все чисто. Что-то мы недавно разбирали, блядь, вообще все рыжее было. Ну, да, блядь, все разбираем. Клиент меня ждет. Это сканерская Опять ну вот, что и надо, что убедиться и показать именно. На выставку можно было с таким пробегом мотор показывать. Реально, либо кибетнули, либо, блядь, этот самый, что-то попало. Этот самый. Песочка какого-нибудь хапанули.
Кожух маховика. Шестерня клинова. Упорное полукольцо, да? Вкладыши имеют выработку, но не сильную, да? Да вообще не криминальная, отлично. Выработки очень-очень мало. СТД, глюко. Вот что значит использовать Качественное масло и вовремя. и вовремя, да, обслуживать автомобиль. Здесь все отлично. Здесь скажешь, тоже хорошее состояние. Разбираем клапан. Ну да. Фиксаторы клапана. По сути, правильно? Да, сухари тоже там не это самое. Если сапунит, то... Приехал, говорит, двигатель с копчением форели. Сухонит, то ли троит. Я не помню, какое-то вот слово такое, и он приводит. Кстати, поломался. Сейчас некрасивый, потом станет красивый. Смотрим. Ну, клапана уже все. Ну, естественная выработка клапана, так сказать. Выпускные чаще всего вот такие бывают. Ну, они Выпускные. же, посмотрел, вроде болтаются немного и направляющие. Сейчас посмотрим. Нет, совсем. Да, кстати, вот этот меньше, вот этот Ну, вот побольше. я смотрел, что есть люфт. Да, вот чуть-чуть есть. Вот, а здесь выработка. То есть, если выпускные чаще всего у них вот так вот нагаром набивают, то впускные чаще всего как выработка. Ступенька, А, ну вижу, да. лестника идет. Видно.
Вот. И на седло обращать внимание тоже. Тоже есть большая, но висенка есть. Вот. Ну, надо будет промерить выступ, если он с новым клапаном, если он будет в состоянии, то можно просто шарошечкой пройтись и все. И притереть. Если же уже углублен больше, чем положено, то надо менять седло будет. Ну, все одинаково, в принципе. Трещин, в принципе, не видать. Есть какие-то коррозии, прям, блядь, интересные. Ну, трещинка есть одна. Есть. Вот здесь вот маленькая. Между Вот здесь вот. двумя клапанами, да? Угу. На впуске получается. А здесь тоже чуть-чуть. Ну, как правило, эти нормальные. Все с ними будет все хорошо. То есть, ну, а прессовать и прессуем, посмотрим. Сейчас еще замерим блок коленвал. И на этом, в принципе, мы все. Специальный прибор для замера блока цилиндра. Ноль. Все по нулям, вот это и вот это по одной соточке. Слушай, он прям в идеале. Странно. Чего странно? Блин, ну пробег 1,5 ляма, как бы должно как-то Да все. нет, не странно, я говорю, потому что вкладыш, судя по состоянию вкладыша, тут понятно, что он будет в идеале. Тут прям, тут на нем даже вон ничего нет, никаких ни полосок, ничего. Как новый. Надо спросить, какое они масло льют. И как сейчас, через 20 тысяч, наверное, меняют. Ну, такое ощущение, что реально, 2020-25 его меняют. И как на легковой за 10, блядь. Ну, блин, все прям просто идеал. Ну его как? Ну, по шатунам тоже все в идеале. Итак, друзья, двигатель у нас полностью разобран. Что там по итогам, Сергей? Давай подведем итоги. По итогу у нас все в идеале, кроме гильзы. То есть мы будем менять гильзопоршневую группу, вкладыши все новые, комплект прокладок, корпус, Помпы. помпа, центральная часть выпускного коллектора. Это по навеске. Ну, внутри понятно, да, гильзопоршневая группа, вкладыши, полный комплект прокладок. Также по навеске у нас ролик один, натяжители только. Все остальное в идеальном состоянии. Ну и по головке у нас ремонт головки полностью, это замена клапанов, направляющие и маслосъемные колпачки. Все это соберем, запчасти нам привезут буквально, наверное, завтра. Мы сказали, что да. Да, они сказали, что быстро привезут, потому как у них все есть, с запчастями проблем не будет. Поэтому будем все делать оперативно. Сейчас мы несем топливную аппаратуру на Bosch сервис, отдаем их, они будут проверять. Форсунки, топливный насос. Да, топливные форсунки и насос, так как мы видели стружечку, поэтому насос будем тоже проверять. Вот, принесли аппаратуру, здесь ребята уже у нас проверят все. Вот так. И что это значит? Это значит, что не хватает налива, а не хватает по причине, скорее всего, что заплавленное сопла в распылителе. Ага. Либо- То есть либо мало пере- льет топлива, Да, да? был либо перегрев, либо какое-то механическое воздействие на распылитель. Ну, нестабильно очень себя ведет инжектор. Прыгают показатели очень сильно. Предварительный впрыск. Он наоборот завышен чуть-чуть. Это не естественный износ форсунки, это скорее всего что-то на нее повлияло.
Друзья, все топливные форсунки проверены. У всех одни и те же показатели. Все, Так будем, что будем вот так. подготавливать, чистить все. Пока. Да, в следующей Пока уже нет серии, запчастей. когда соберем, расскажем, возможно, сколько это стоило все. Хотя мы не узнаем, сколько Они запчастей сами стоили. привезут запчасти, да. Ну, примерно можно сказать сразу. То есть запчасти, которые сейчас здесь, это примерно на 500 тысяч рублей. Поэтому спасибо всем, кто провел эти минуты с нами. Надеюсь, вам было